Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня приготовим хрустящий тертый пирог с клубникой без густого варенья. Нежное рассыпчатое тесто и легкая ягодная начинка. Для этого пирога не нужен особый густой джем. Начинка готовится за 5 минут из свежих либо замороженных ягод и остается устойчивой и вкусной. Тесто песочное, также универсальное, можно замешивать даже в измельчителе и подходит для заморозки и любой сладкой выпечки. Готовьте из сезонных ягод, либо доставайте из морозилки, будет в любом варианте вкусно. Я начинаю, а вы не забудьте сохранить уникальный рецепт венского пирога без джема. В глубокую миску просеиваем 430 граммов муки. В муку всыпаем 100 граммов сахара, щепотка соли, чайная ложка разрыхлителя и 1 пакетик ванильного сахара. Соединяем сухие ингредиенты вместе, хорошо перемешиваем. Далее нам потребуется холодное сливочное масло, можно с морозилки. 170 граммов сливочного масла натираем на крупной терке. Периодически обмакиваем в муку, так будет легче натираться. Чтобы масло не натирать на терке, можно это все сделать в измельчителе. Добавляйте сухие ингредиенты и кусочки сливочного масла. Включайте измельчитель, и тесто будет готово. Но у меня измельчитель поломался, поэтому будем делать таким вот способом. Но таким более правильный замес. Все масло натерли. Терку можете не мыть, потому что мы еще будем натирать на ней тесто. И пока руки в масле, опускаем и перетираем в крошку. Соединяем масло с мукой. Вот такая вот крошка должна получиться. Далее добавляем яйца. 2 яйца вбиваем в крошку. И 1 столовую ложку с горкой сметаны любой жирности. И перемешиваем сначала ложкой, а затем будем руками. Вымешивать это тесто долго не нужно. Нужно просто хорошо перемешать и собрать в комок. Ложкой уже перемешивать неудобно. Помогаю руками. Как только тесто собралось вот такой вот шар, все соединилось, больше вымешивать не нужно. Далее нам нужно разделить его на 2 неравных части. Третью часть, вот такую вот, наверх, которую будем натирать на терке. Шарик поменьше кладем в пакет и отправляем в морозилку на минут 15-20. Он должен немножечко примерзнуть, чтобы хорошо натирался на терке. Эту часть можно не класть в холодильник и сразу начинать формировать основу для пирога. Пока мы будем заниматься основой, начинкой, тогда это тесто уже будет готово. Для начинки будем использовать клубнику. Можно свежую, можно и замороженную. Разницы абсолютно нет. Ягоды можете использовать любые. У меня 600 граммов замороженной клубники. Сливаем лишнюю жидкость. Если у вас свежая клубника и жидкости этой нету, то вы можете часть перебить блендером в пюре, либо же немножечко воды, пару столовых ложек использовать. Клубнику высыпаем в сотейник. И добавляем 100 граммов сахара. Сладость, конечно, вы можете регулировать под себя, но с таким количеством сахара будет слегка сладковато, но кислинка будет присутствовать. Клубничный сок либо воду добавляем 2 столовых ложки кукурузного крахмала, это 40 граммов. И тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Вообще можно крахмал сразу добавить к ягодам и перемешать, но вот в таком приготовлении комочков абсолютно никаких не будет. Вот такая вот однородная смесь получается. Ставим сотейник с клубникой на огонь. Клубнику с сахаром доводим до кипения. Клубника закипела. Вливаем крахмал с соком. И тщательно перемешиваем. Провариваем до легкого загустения, примерно пару минут.
Масса снова начала кипеть. Уже видно, как она начала густеть. Выключаем огонь, убираем. И масса еще загустеет сильнее. Она уже сейчас такая густая. И когда она в процессе остывания, будет еще гуще. Теперь даем ей полностью остыть. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Можно на пергаменте, чтобы легче было перенести в форму. Пока я занималась начинкой, тесто для основы я положила на 10 минут в холодильник. Вообще можно раскатать основу для теста и убрать в форме в холодильник, пока будете готовить начинку. Противень у меня очень большой, 37 на 32 сантиметра, поэтому я раскатываю в очень тонкий пласт. Если у вас есть форма поменьше, тогда раскатывайте чуть толще, чем у меня. Толщина примерно 2-3 мм. В процессе выпечки оно немножечко поднимется. Перекладываем тесто на противень или форму. Дальше можете сформировать бортики, можете их не формировать, как вам больше нравится. Начинка не вытечет, даже если не будет бортиков, не переживайте. Я срежу там, где есть лишнее тесто, слишком большие бортики, и добавлю в углы там, где его недостаточно. И вот так вот можно пальцами его распределить. Я срезала там, где было много бортиков, либо какие-то кривые, и добавила в углы, где мне не хватало теста. Вот такая вот основа получилась. Далее начинка. Она уже очень хорошо остыла. Выливаем всю начинку на тесто и распределяем ровным слоем. Этот рецепт меня очень выручает, когда у меня нет варенья, но зато забитая морозилка ягодами. Либо хочется тертого пирога, но с сезонными фруктами. Но, конечно же, вы можете использовать густое варенье вместо ягодного конфитюра. Еще это тесто универсальное и отлично подходит для классического тертого пирога, печенья, сочников и многой другой выпечки. Для этого пирога, особенно вот если в противне делать, то немножечко мне не хватило начинки. Конечно же, можно ее растянуть, но она будет тогда очень тонкой. Поэтому я немножечко добавлю замороженной. Это такая экспресс-начинка. Добавляем сахара немного. На глаз, примерно столовую ложку. Перемешиваем. И всыпаем пол столовой ложки крахмала. Снова все перемешиваем. И распределяем там, где нам не хватило начинки. Это такая экспресс-начинка. Я обычно все провариваю, но если времени нет, можно и воспользоваться и таким вот способом. Всю начинку распределили. Далее достаем кусочек замороженного теста. Он хорошо приморозился за это время. И натираем на терке, на которой мы натирали сливочное масло. Стараемся распределить тесто по всему периметру пирога. Друзья, в моем небольшом магазине кухонной техники и товаров для дома действует скидка минус 20% от суммы, указанной на сайте. Очень приятные цены и быстрая доставка. Отправляем в день заказа. Ссылка на сайт и промокод находится под видео в описании. Переходите. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Тертый пирог с ягодами готов. Он уже немного остыл. Вот как выглядят свежие ягоды. А вот как выглядит уже с готовым конфитюром ягодным. Нарезаем пирог. Венский либо тертый пирог без джема, а с ягодами готов. Аромат стоит просто на всю квартиру. Конечно же, готовьте в чуть меньшей форме, тогда у вас получится пирог более выше и хватит теста, чтобы натереть на весь пирог, а не как у меня. Как видите, начинка очень хорошо удерживается в пироге, несмотря на то, что я нарезаю и показываю его еще теплым. Здесь я хочу наглядно показать, как выглядит начинка из непроваренными ягодами и проваренный конфитюр. Но мне, конечно же, больше всего понравился проваренный конфитюр. А непроваренная начинка идеально подходит для фруктовой галеты. Ссылочка на видео будет в углу видео. Ну что, тертый пирог готов. Пирог с ягодками, как со свежими можно готовить, так и с замороженными. Конфи он называется, ягодный.
Но мы попробовали и вариант не варить, а просто вот крахмалом. Я вам там показывала, там более сочная структура получилась, ну и нужно было немножечко больше сахара. А так, в принципе, даже тесто не намокло из-за крахмала. Так, ну что, давайте пробовать. Красота. Это очень вкусно. Клубничка. Так, все, попробовала пирог. Очень хорошо распробовала. Ну, это прям, ну, очень вкусно. Тесто рассыпчатое такое, в меру хрустящее, но в то же время мягенькое, в меру сладенькое. Очень такое вот нежно-хрустящее, если можно его так назвать. Сливочное масло дает вот эту вот корочку, а сметана именно мягкость. Насчет начинки. Вот такое вот клубничное конфи, либо любое ягодное конфи отлично вот держит форму, ничего не вытекает. Я вам еще показывала, пока он был теплый, он еще такой не совсем стабильный. Дождитесь, когда он полностью остынет, потом он будет хорошо вот кусочек держать форму, не будет плыть, будет прям вот такой вот стабильненький, хорошенький вот такой вот кусочек. Как печенька, либо как пирог, отличный вариант. Насчет того, что мы добавляли свежие ягоды, там вариант тоже рабочий. Единственное, что он течет немножечко, вот он более такой жидкий. Конечно же, это можно добавить больше крахмала, больше сахара, и будет он более стабильный. То есть вариант не проваривать, это тоже отличный вариант. Ну, мне понравилось, только, конечно же, я с сахаром не просчитала. Малина, она более кислая. Нужно было побольше сахара добавить, потому что клубника сама по себе сладенькая, там не так нужно много сахара. Так что, друзья, пирог просто невероятный. И не обязательно для него нужно какое-то там густое варенье, либо там, ну вот эти все джем какой-то суперстабильный. Нет, взяли ягоды, проварили, крахмал, сахар и прекрасная начинка готова. Обязательно попробуйте приготовить. Всем огромное спасибо, кто смотрел меня до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и сохраняйте рецептик. Всем огромное спасибо и до новых встреч. А еще напишите комментарий обязательно, как вам рецепт, любите ли вы тертый пирог и как вам такая начинка. Всем до новых встреч и пока!